Почему ты не выучишь русский язык, если приедешь в русскоговорящую страну? Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Если вы здесь впервые, меня зовут Алина, и я помогаю тем, кто учит русский язык как иностранный, заговорить на нем более уверенно и естественно. Как часто вы говорите о том, что одна из причин, а может быть даже единственная, по которой вы не можете выучить иностранный язык, это то, что вы не были или не бываете в среде, то есть в стране, в которой на этом языке говорят. Когда-то я тоже думала, что стоит мне поехать в страну, в которой говорят на языке, который я учу, как я сразу же начну на нем говорить как настоящий носитель. Сегодня порассуждаем на эту тему, поэтому возьмите себе холодненький лимонадик, если у вас тоже невыносимая жара, и если вам нужны субтитры, вы знаете, где их найти. Погружение в среду – это очень полезно, безусловно, нисколько этого не отрицаю, несмотря на заголовок этого видео. И да, процесс обучения может ускориться и быть более эффективным, когда у вас есть возможность этот язык постоянно практиковать. Но тут-то и кроется подвох. Насколько часто вы его сможете практиковать, находясь в другой стране и не имея никаких связей? Представим ситуацию. Вы едете на отдых в другую страну, с полной уверенностью, что наконец-таки этот момент настал, и вы сможете практиковать иностранный язык с утра до ночи. Но при этом у вас нет знакомых в этой стране. Какие есть варианты? Завести знакомство с местными людьми. Звучит очень просто, но на деле не то чтобы очень, потому что не каждый в этом заинтересован. А подходить к каждому встречному в надежде на практику языка... Не знаю таких людей. Наверное, надо быть суперэкстравертом. Второй вариант – это места, в которые мы часто заходим. Супермаркет, аптека, рынок, отель в нашем случае, так как мы туристы. Или магазин обуви, потому что если я ее сейчас же не поменяю, я больше не смогу ходить. И если мы останавливаемся на втором варианте и стараемся просто погрузиться в среду, где придется, магазин, аптека и так далее, то сколько минут в день у нас будет уходить на такую практику? Я пробовала. Ответ – немного. Если не считать людей, с которыми разговор может быть более глубоким и продолжительным. Но это происходит не каждый день, так как вы вряд ли будете ходить и с кем-то бесконечно знакомиться. В момент, когда вам нужно что-то купить или что-то узнать, вы не приобретаете новые знания, а используете то, что уже было накоплено. За исключением тех моментов, когда вы, например, каждый день покупаете кофе и говорите одну и ту же фразу. «Здравствуйте, я буду капучино». «Здравствуйте, я буду капучино». До тех пор, пока не обращаете внимания на то, что люди, которые находятся рядом с вами, носители, говорят немного по-другому. «Здравствуйте, мне, пожалуйста, капучино». Начинаете искать, а как же правильно? Или у вас есть возможность спросить напрямую у носителя, например, у официанта, не звучит ли ваша фраза слишком неестественно? И понять в итоге, что она звучит не только неестественно, но еще и грубовато. Если вам кажется, что вы будете идти по улице и слышать русскую, в нашем случае, речь, и моментально погрузитесь в среду, то нет. Может, кого-то расстрою, но так это тоже не работает. Вы слышите отрывки из каких-то разговоров, улавливаете знакомые слова, фразы, но вы же не будете идти за людьми, чтобы послушать, о чем они говорят, и вникнуть в контекст. А без контекста это так и останутся обрывки фраз, которые вы в лучшем случае знаете и просто их услышали в реальной жизни. К чему я это все? Если у вас нет окружения, которое состоит из носителей, то поездка или переезд в другую страну не поможет вам выучить иностранный язык. Вам все равно нужно будет продолжать заниматься каждый день точно так же, как вы это делаете дома. Вы же делаете это дома. Я была в Италии целый месяц. Могу ли я сказать, что я продвинулась в итальянском языке? Нет, не могу. Я много практиковалась, это правда, но поскольку это был отпуск, я себя избавила от занятий, которые делаю обычно каждый день, включая уроки итальянского. То есть все это время у меня просто была возможность использовать накопленные знания и больше говорить, что, конечно же, способствует развитию языка. Как минимум, если вы были зажаты или говорить попросту было не с кем, то в такие моменты эта возможность появляется. Но сейчас я говорю о другом. Опять же, не могу сказать, что я не узнала ничего нового и не приобрела совсем никаких знаний, нет.
Но новое я в большинстве своем узнавала как раз тогда, когда мне хотелось послушать или посмотреть что-то на итальянском на ютубе, и мне попадались уроки с какими-то фразами, которые я, может быть, и знала, но мне не приходилось их раньше использовать, то есть они были где-то в пассиве. Но вот я столкнулась с ними в реальной жизни и смогла их использовать, то есть они перешли в активную фазу. Но опять же, я об этом узнала не с улицы, а с видеоуроков. И вот в этом смысле я могу сказать, что да, я узнала что-то новое, просто это минимум из того, что можно получить. Что касается разговора с кем-то, неужели из этого нельзя получить какую-то пользу? Конечно, можно. Просто когда ты говоришь с кем-то, твоя основная цель в этот момент – коммуникация. Ты не думаешь о том, как правильно сказать. Ты думаешь о том, как сказать так, чтобы тебя поняли. То есть все, что ты говоришь, идет автоматически. Я не помню моментов, когда мне бы хотелось остановить диалог и спросить, а какая здесь должна быть фраза? Или какое время здесь правильно использовать? Или какая форма глагола здесь должна быть? Наверное, максимум, что я спрашивала касательно языка, были моменты, когда я просто не понимала смысл, когда слово или фраза оказывались ключевыми в контексте. И вот тогда, да, я спрашивала у носителя, что это значит, чтобы не терять нить диалога. Но вряд ли вы что-то будете спрашивать постоянно, потому что у вас на данный момент другой интерес. Это не урок иностранного языка, это живой диалог. И вам хочется не думать, а просто говорить. При этом я в своей поездке при разговоре с кем-то постоянно слышала один и тот же вопрос. А как ты выучила итальянский, если ты в первый раз в Италии? Как это возможно? Собственно, из этого и родилась тема этого видео, потому что я вспомнила, что раньше сама думала точно так же, и поняла, что до сих пор для подавляющего большинства людей изучение иностранного языка – это что-то дико сложное и практически нереальное, если ты не живешь непосредственно в стране, в которой на этом языке говорят. Даже если ты находишься в среде и хочешь продвинуться в этом языке, тебе все равно надо продолжать им заниматься или постоянно с кем-то говорить, что не представляется особо реальным, если ты не живешь с носителем или вы не очень близко общаетесь. Поэтому первый вариант все же более оптимальный. Помнить о важности инпута и окружить себя языком, пусть даже в наушниках. Идете, гуляете, слушаете что-то на русском, потом снимаете наушники, заходите в какое-нибудь место, условный магазин, и сразу начинаете его практиковать. Вот в такой комбинации прогресс определенно будет. Но не забываем, что сейчас можно практиковаться онлайн с носителем из любой точки мира. То есть на сегодняшний день потребность ехать куда-то специально для того, чтобы выучить иностранный язык, далеко не на первом месте. Практика? Да. Обучение? Ну, разве что проходить какие-то курсы или продолжать заниматься в своем темпе. И здесь должна была быть реклама моего курса, но ее не будет. Не поймите меня неправильно. Я не говорю, что не надо ехать в страну, чтобы практиковать язык. Надо, конечно, если у вас есть такая возможность и желание. Но если этого нет, то это не должно стать причиной того, почему вы все еще не говорите на иностранном языке. Рассчитывать исключительно на пребывание в стране не стоит, потому что, скорее всего, вы останетесь на прежнем уровне и мало куда продвинетесь. Если мы говорим про короткий период, конечно, если вы поедете туда жить, это уже другая ситуация. Там как минимум заведется круг друзей. Да и мотивация будет побольше, потому что захочется чувствовать себя своим. Что я хочу сказать, так это то, что это не номер один в процессе всего обучения. Это просто отличное дополнение, но не основа. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Мне очень интересно почитать. Может быть, у кого-то есть другое мнение или был другой опыт. Но для себя я ответила на то заблуждение, которое меня когда-то мучило. У меня было много времени подумать, поразмышлять, понаблюдать и сделать свои выводы. Посмотрев это видео, вы получили больше пользы, чем если бы у вас сейчас где-то там фоном люди бы просто говорили по-русски. Спасибо, что смотрели. Думаю, это была хорошая практика для ваших ушек. И до скорого. Пока-пока. Don't leave me here high and dry. Oh.